Помпеи – древнеримский город в Кампании, юг современной Италии. Трагически известный тем, что был полностью уничтожен извержением вулкана Везувия в 79 году нашей эры. Пепел и Пемза за считанные часы погребли город под многометровым слоем вулканических отложений. На долгие века Помпеи оказались забыты, но благодаря этому природному саркофагу город замер во времени, сохранив уникальный срез римской жизни. Сегодня раскопанные Помпеи – это всемирно известный памятник истории и археологии, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, позволяющий ученым и зрителям заглянуть в повседневную жизнь Древнего Рима почти 2000 лет назад. В этом документальном расследовании мы подробно рассмотрим, как жили помпейцы до катастрофы, что произошло во время извержения и какие уроки мы извлекли из гибели этого города. Помпеи до 79 года нашей эры были процветающим городом Римской империи с населением от 10 до 20 тысяч жителей. Город располагался у подножия горы Везувий, недалеко от Неаполитанского залива, и пользовался выгодным положением на торговых путях. Через помпейские порты дороги шел оживленный обмен товарами, вывозилось оливковое масло, вино и знаменитый рыбный соус гарум, производившийся в окрестностях. Город славился плодородными окрестными землями. Неподалеку выращивали виноград, зерно, фрукты. Многие богатые римляне имели в Помпеях виллы и загородные дома, а сами помпейцы гордились благоустроенным городом. Социальная структура помпеев во многом отражала общеримскую. Здесь жили как зажиточные аристократы и торговцы, так и простые ремесленники, мелкие лавочники, рабочие и рабы. Бывшие рабы, вольноотпущенники, нередко становились состоятельными горожанами. Археологи нашли надписи, указывающие, что некоторые общественные здания были построены именно на средства таких людей. Улицы города были тесно застроены домами разных слоев населения. От роскошных особняков с мраморными атриумами и настенными фресками до скромных лавок и мастерских, объединенных с жильем. Например, раскопаны пекарни с сохранившимися жерновами и печами, в которых даже обнаружили окаменевшие хлебные караваи, наглядное свидетельство повседневного быта помпейцев. Культура и общественная жизнь в Помпеях бурлили. В городе был форум, главная площадь с храмами Юпитера, Аполлона и другими общественными зданиями. Имелись бани, термы, где жители регулярно отдыхали и общались, театры для драматических представлений и музыкальных выступлений, а также амфитеатр для гладиаторских боев. Помпейский амфитеатр, построенный около 70 года до нашей эры, считается одним из старейших каменных амфитеатров в Риме. На его арене устраивали зрелищные бои гладиаторов, травлю зверей и атлетические соревнования. Известно, что в 59 году нашей эры в Помпеях произошла масштабная драка между местными жителями и посетителями из соседнего города Нуцерии во время гладиаторских игр. По описанию историка Тацита, дело дошло до кровопролития, и в наказание Римский сенат запретил Помпеям проводить гладиаторские состязания на 10 лет. Этот инцидент, однако, лишь подчеркивает страсть помпейцев к зрелищам. В мирные дни амфитеатр и прилегающий тренировочный плац были центром городской жизни. На стенах сохранились расписные афиши тех времен, объявления о предстоящих боях с яркими именами и девизами гладиаторов, как своего рода реклама античности. Важно отметить, что за 17 лет до Великого извержения Помпеи уже пережили серьезное потрясение. 5 февраля 1962 года город был разрушен сильным землетрясением. Многие здания тогда обрушились, и по свидетельствам, вплоть до 1979 года в городе шли восстановительные работы. Тем не менее, к самому вулкану жители не испытывали страха. Везувий считался обычной зеленой горой. В исторических документах нет указаний на извержение в предшествующее столетие, и помпейцы не знали, что живут рядом с одним из самых опасных вулканов Европы. Их спокойная жизнь текла своим чередом до рокового летнего дня 1979 года. Везувий – это стратовулкан, часть вулканической дуги Кампании, образовавшейся на стыке тектонических плит. В наши дни он известен как единственный действующий вулкан континентальной Европы.
До извержения вулкан спал многие столетия, его склоны были покрыты садами и виноградниками. Древние римляне не осознавали вулканической природы Везувия. Сам термин «вулкан» еще не употреблялся так, как сейчас. Тем не менее, задолго до римлян, в бронзовом веке, Везувий уже устраивал гигантские извержения. Установлено, что так называемое Авелинское извержение похоронило древние поселения бронзового века. К первому веку нашей эры о таких событиях осталось лишь смутное предание. Гора казалась мирной, и люди селились у ее подножия без опасений. Некоторые предвестники катастрофы все же имели место, хотя жители не придали им должного значения. Помимо упомянутого землетрясения 1962 года, в течение 1979 года отмечали периодические подземные толчки. За 4 дня до гибельного извержения в окрестностях происходили маленькие землетрясения, но местные жители не тревожились. Подобная сейсмическая активность была нередкой в Кампании. Позднее римский писатель Плиний-младший вспоминал, что землетрясения тогдашним жителям не казались особенно страшными, потому что в Кампании они случались часто. Возможно, были и другие признаки, например, изменения в работе колодцев или поведение животных, но документальных свидетельств тому нет. Современные вулканологи предполагают, что поднимающаяся магма могла вызвать высыхание источников и выделение газа накануне извержения. Однако для древних эти явления не были очевидными предупреждениями. С научной точки зрения, извержение Везувия 1979 года было плинианским по типу. Плинианское извержение характеризуется выбросом столба раскаленных газов и пепла, достигающего стратосферы. 24 октября 1979 года Везувий взорвался с колоссальной силой. За секунду из жерла вырывалось до 1,5 миллиона тонн материала, а высота выброшенного столба достигла, по оценкам, 30-33 километров. Для сравнения, энергия, высвобожденная вулканом, в десятки тысяч раз превысила энергию атомной бомбы, разрушившей Хиросиму. Везувий извергал раскаленные камни, пемзу, пепел и вулканические газы, которые поднимались вверх, а затем обрушивались на землю. Столь мощное извержение сопровождалось также пирокластическими потоками, раскаленными облаками пепла и газа, стекающими по склонам на огромной скорости. Но обо всем по порядку. Как же развивались события того октябрьского дня? Утром 24 октября 1979 года нашей эры ничто не предвещало беды. Жители Помпеев занимались обычными делами. Примерно около часу дня над вершиной Везувия появился необычный облакообразный столб дыма. Начало извержения было внезапным. По свидетельству Плиния-младшего, наблюдавшего издалека, этот столб напоминал итальянскую сосну. Сначала вертикально вверх, а затем его верхушка распростерлась в стороны. В следующие часы вулкан выбросил в атмосферу колоссальное количество пепла и пемзы. Эти горячие обломки породы начали дождем сыпаться на города у подножия. Первые раскаленные камни и пепел посыпались на Помпеи вскоре после полудня. Представим себе картину. Небо стремительно темнеет, воздух наполняется серой взвесью. Жаркий гравий диаметром в несколько сантиметров обрушиваются на черепичные крыши. Перепуганные люди выбегают на улицы, многие стремятся покинуть город. По дорогам в панике движется толпа с узлами вещей, повозками, животными. Но выбраться удается не всем. Осадки вулканических материалов накрывают все сильнее. За несколько часов Помпеи покрыло слоем пепла толщиной более 2-3 метров. Под тяжестью накопившегося материала начали рушиться кровли домов, перекрытия и стены. Вероятно, уже к вечеру многие здания были повреждены или обрушились полностью. Те, кто укрывался в домах, рисковали быть погребенными под обломками. Археологи действительно находят скелеты людей, погибших от ударов обрушившихся конструкций. Например, останки человека, прижатого массивной глыбой камня у городских ворот, или людей, погребенных под обломками крыши в банях. Ночью извержение вошло в свою самую страшную фазу. Примерно к полуночи вулканический столб над Везувием начал терять устойчивость. Он обрушился, и по склонам хлынули пирокластические потоки. Это раскаленные газово-пепловые облака.
которые двигались со скоростью сотен километров в час, не встречая преград. Первые такие потоки устремились в сторону западного побережья и накрыли город Геркуланум, расположенный ближе к вулкану. Геркуланум, находившийся всего в 7 километрах от кратера, буквально исчез. Раскаленная смесь газов, пепла и вулканической грязи залила его слоем толщиной до 20 метров, мгновенно убивая все живое. В Помпеях, которые находятся несколько дальше, около 10 километров от Везувия, в ту ночь продолжался непрерывный дождь пепла и камней, сопровождаемый землетрясениями. Представьте кромешную тьму. Плиний писал, что наступила такая темень, будто безлунная ночь, да еще в запертом помещении, разрываемая лишь вспышками молний и бликами огня на вершине горы. Люди, остававшиеся в городе, задыхались от пепла. Многие прикрывали лица мокрыми тряпками, пытаясь спастись. Ранним утром 25 октября на Помпеи обрушились решающие удары стихии. В течение предрассветных часов до города докатились несколько пирокластических волн, ударов раскаленного облака. Самый мощный из них, около 6-7 часов утра, накрыл Помпеи целиком. Огненная газовая лавина ворвалась на улицы со стороны вулкана и за минуты обожгла и задушила всех, кто еще оставался в городе. Этот смертельный раскаленный поток имел температуру до 300 градусов Цельсия, как показали современные исследования, и убивал людей практически мгновенно при контакте. Именно этот финальный удар Везувия стал губительным. Помпеи перестали существовать. После него вулкан выбросил еще порцию пепла и грязи, и все стихло. Когда на следующий день небо прояснилось, на месте цветущего города раскинулась безжизненная пепельная равнина. Под слоем пепла толщиной до 6-7 метров скрывались разрушенные здания, улицы и тысячи погибших жителей. Той же участи, помимо Геркуланума и Помпей, подверглись соседние поселения – Стабий, Аплонтис и Рятвил в округе. Катастрофа 79 года нашей эры стала одним из самых печально известных извержений вулкана в истории человечества. Город Помпеи погиб за считанные часы. Точное число жертв неизвестно, так как многие жители успели бежать в первые часы бедствия. Однако археологи находят многочисленные останки тех, кто спастись не смог. За время раскопок в Помпеях обнаружены останки порядка 1150 человек, а в Геркулануме около 300 скелетов. Обычно оценивают, что непосредственными жертвами извержения стали около 2000 жителей Помпей, но некоторые исследования предполагают, что общее число погибших по всему региону могло достигать 15-16 тысяч с учетом окрестных населенных пунктов. Трагедия носила поистине массовый характер. Как именно погибали люди в Помпеях? Ранее считалось, что большинство задохнулись от удушающих вулканических газов и пепла или были погребены под обломками. Действительно, при раскопках видно, что многие пытались укрыться. Найдены десятки тел в домах, под лестницами, в кладовых, куда люди забивались в поисках спасения. Поза многих скелетов прикрытое руками лицо указывает на попытку защититься от пепла. Однако современные научные данные свидетельствуют, что решающим фактором стала экстремальная температура пирокластического облака. Исследования показывают, первый пирокластический удар, достигший Помпей, нес газы примерно 300 градусов, которых было достаточно, чтобы убить человека за доли секунды. Из-за мгновенного теплового шока мускулы сокращались, и люди умирали практически моментально. Так объясняются характерные позы многих жертв. Они не корчились в муках, а были схвачены смертью врасплох в последнем движении – эффект так называемого кадверического спазма. То есть смерть для большинства наступила настолько быстро, что, к счастью, они не успели долго мучиться. Все живое в городе – люди, домашние животные – было обречено с приходом раскаленного облака. Среди погибших были жители всех слоев. Известны трагические находки целых групп, сад беглецов, например. Обнаружены слепки 13 человек – мужчин, женщин и детей, пытавшихся укрыться в ограде сада в юго-восточной части города. Их тела были найдены вместе, что позволяет представить их последние мгновения. Многие жертвы погибли в домах.
В одном из раскопанных домов, дом Фабия, нашли останки 4 человек, в том числе детей, укрывшихся в комнате. В городских термах останки жителей лежали на полу в попытке укрыться от раскаленного зноя. В Геркулануме десятки людей искали спасения в морских складах-навесах у берега. Археологи нашли там скелеты около 300 человек, прижавшихся к земле. Все они погибли мгновенно при ударе раскаленного газа. Известна история и нескольких конкретных лиц, ставших жертвами катастрофы. Самый знаменитый из них – Плиний Старший, дядя Плиния-младшего. Он был ученым, естествоиспытателем и адмиралом Римского флота. Узнав о бедствии, Плиний-Старший возглавил спасательную экспедицию на кораблях, чтобы помочь людям на побережье. Он высадился в Стабиях, южнее Помпей, и провел ночь на берегу под падающим пеплом. На утро, когда пирокластический поток достиг и этих мест, Плиний потерял сознание и умер, по одной версии от удушья серными газами, по другой от сердечного приступа, вызванного стрессом. Его тело нашли спустя несколько дней без внешних повреждений. Племянник подробно описал это в письме историку Тациту. Благодаря этим письмам мы сегодня столь детально знаем ход событий. Помимо Плиния, поименно известны лишь несколько жертв, например, Друзилла, внучка царя Ирода Гриппы, и ее малолетний сын Агриппа. Они находились неподалеку и тоже погибли при извержении. После того, как пепел остыл, уцелевшие жители, вернувшиеся на место, увидели ужасную картину. Город исчез под слоем рыхлого пепла. Некоторые, вероятно, пытались откопать свои дома и ценности. При раскопках найдены свидетельства мародерства в древности, например, пробитые отверстия в завалах. Однако вскоре район катастрофы объявили закрытой зоной, своего рода братской могилой. Римский историк Дион Кассий писал, что еще долго после трагедии окрестности выглядели как выжженная пустыня, а вершина Везувия стала заметно ниже. Так закончилась история античных Помпеев. Но впереди была новая история их открытия и исследования, позволившая возродить город из пепла, пусть уже и в ином качестве. Гибель Помпей, какой бы ужасающей она ни была, обернулась ценнейшим подарком для потомков. Под слоем пепла город оказался законсервированным, а органические материалы от деревянных балок до еды не сгнили, а превратились в тлен, оставив пустоты. Спустя века эта капсула времени дождалась своего часа. История раскопок Помпей – захватывающее приключение, длившееся несколько столетий со своими героями-археологами и удивительными открытиями. 1599 год. Итальянский архитектор Доменико Фонтана при прокладке канала наткнулся на древние фрески и надписи. Он обнаружил фрагменты античных построек под землей, но значение находки не было оценено. Работы быстро прекратили, а найденное вновь закопали. 1748 год. Начались первые систематические раскопки по приказу короля Неаполя Карла III Бурбона, также известного как Дон Карлос. Руководили раскопками испанский инженер Року Алькубьере и его помощник Карл Вебер. Они искали ценности для королевской коллекции. В 1763 году обнаруженная надпись с именем Помпеи, что подтвердило, под землей находится легендарный погибший город. Эти первые раскопки 17 века фактически положили начало научной археологии как дисциплине, хотя изначально работы велись хаотично, и многие находки вывозились в музеи. 1860 год руководителем раскопок стал итальянский археолог Джузеппе Фиорелли, человек, который полностью изменил подход к исследованию Помпей. Он прекратил беспорядочные раскопки и ввел научную методику. Город был разбит на регионы и кварталы, а дома пронумерованы для удобства учета. Именно Фиорелли придумал технику изготовления гипсовых слепков. Заполнял гипсом полости в спрессовавшемся пепле, оставшиеся от разложившихся человеческих тел. После затвердевания гипса получались объемные скульптуры, пугающе точные формы людей и животных в момент смерти. Так мир увидел помпейских погибших, скорчившихся людей, мать с ребенком на руках, собаку, застигнутую бедой на привязи. Эти слепки до сих пор производят сильнейшее впечатление
заставляя прочувствовать трагедию древних жителей. 1924-1961 год. Крупномасштабными раскопками руководил археолог Амедео Майюри. При поддержке правительства Муссолини были раскрыты обширные новые районы города. Майюри раскопал участки к югу от главной улицы Виа дель Аббанданца. Это жилые кварталы, сады и некрополь у ворот Ночеры. К середине 20 века уже около 2/3 города было раскопано. Однако после 60-х годов акцент сместился с раскопок на сохранение открытых сооружений. Возникла новая проблема – разрушение древних построек под воздействием воздуха, дождя и растений. Лишь недавно, в 2018-23 годах, археологи вернулись к крупным раскопкам в нераскрытых зонах. Помпеи снова преподнесли сенсации. Был полностью раскопан и отреставрирован дом Ветиев с яркими фресками, что позволило еще глубже заглянуть в историю города. За время исследований Помпеи подарили бесценные находки. Общественные здания, раскопанный форум с храмами, базилика, судебное здание, общественные бани, храмы богов, театры и амфитеатр. Жилые дома, обнаружены сотни домов, от роскошных вилл до скромных жилищ. В знаменитой вилле загадок за чертой города сохранился цикл фресок с мистическими обрядами культа Диониса. В доме Фавна найден огромный мозаичный пол «Битва при Иссе», изображение Александра Македонского в сражении, шедевр древней мозаики. В доме Ветиев яркие фрески эротических и мифологических сцен. В городе работали ремесленники разных профилей, о чем говорят находки их мастерских. Например, в нескольких красильнях сохранились чаны для вытравки ткани и пресс для обработки шерсти. В лавках и тавернах археологи находят сосуды для вина и зерна, кухонную утварь. Окаменевшие остатки еды, зерно, орехи, фрукты дают представление о рационе древних. Прямо на прилавках некоторых термополиев, античных закусочных, обнаружены застывшие продукты и посуда. Как будто хозяева ждут покупателей. В одном доме нашли даже десятки круглых хлебов, оставшихся в печи с того рокового утра. Но не только вещи. Письменные источники тоже удивительно сохранились. На раскопках обнаружены сотни надписей и граффити, проливающих свет на жизнь горожан. Крупные надписи на мраморных табличках увековечивали официальные объявления. Например, надпись на здании сообщала о строительстве на средства Децуриона Луция Целия. В доме банкира Луция Цицилия Джунди обнаружили связку восковых табличек с записями финансовых сделок, целый архив банковских операций. На стенах домов повсюду сохранились граффити, нацарапанные или нарисованные надписи. Они поразительно живые. Это любовные признания, шутки, бытовые счеты, цитаты из Вергилия, даже детские каракули-алфавиты. Есть граффити агитационные, призывы голосовать за того или иного кандидата на местных выборах, что свидетельствует об активной политической жизни в городе. Нашли и расписные вывески с рекламой таверны термополиев. Таким образом, Помпеи дали нам непосредственный голос простых людей античности, отразили разговорный латинский язык, в отличие от отшлифованного языка книжных текстов. Каждая находка в Помпеях – это фрагмент пазла, из которого ученые воссоздают образ жизни древнего города. Благодаря раскопкам мы знаем планировку Помпей до мельчайших деталей. Вымощенные базальтом улицы, тротуары с пешеходными переходами, камнями, систему водоснабжения, свинцовые трубы и общественные фонтаны на перекрестках, устройство домов, атриум, центральный зал с бассейном для сбора дождевой воды, внутренние дворики-сады с колоннадами. Даже сады и виноградники удалось идентифицировать. Например, Большой пустырь, ранее считавшийся форумом скота, на деле оказался виноградником. Анализ пыльцы и корневых ям позволил высадить там заново виноград в точности, как это было в 1979 году. Такие исследования показывают, что население города, возможно, было меньше верхних оценок, а зеленых насаждений больше, чем думали ранее. Помпеи называют археологической сокровищницей и машиной времени. Ни один другой памятник не дает столь полного представления о повседневной жизни древнего мира. Обычно историки опираются на тексты и отдельные артефакты, но Помпеи предоставляют целый город,
со всеми деталями его обихода, экономики, искусства и социальных отношений. Значение этого неоценимо. Во-первых, Помпеи позволили изучить повседневный быт древних римлян во всех аспектах. Здесь мы видим, как выпекался хлеб, как работали таверны и трактиры, прилавки с крупными встроенными сосудами, долиями для горячей еды и вина. Как функционировали прачечные и мастерские, найдены полномы прачечные со стойлами для ослов, крутивших мельничные жернова для стирки одежды мочой. Предметы искусства, мозаики, фрески, статуи рассказывают о вкусах и верованиях людей. В домах обнаружены ларии, домашние алтари, украшенные статуэтками богов, где семьи молились ежедневно. Их множество говорит о глубокой религиозности в частной жизни помпейцев. Помпеи раскрыли процветание некоторых ремесел и производств. Археологи подробно исследовали бакалейные лавки, винодельни, рыбозасолочные цеха для гарума, ювелирные и гончарные мастерские. Все это ранее было известно лишь по упоминаниям, а здесь наглядно. Во-вторых, помпейские находки обогатили наше понимание социальной структуры и демографии Древнего Рима. Надписи и раскопанные дома позволяют различать дом богатого аристократа, усадьбу зажиточного плебея, лавку среднестатистического торговца или жилище бедняка. Исследованы дома вольноотпущенников, что дает информацию о роли бывших рабов в обществе. Публичные надписи и граффити о городских выборах, объявления о гладиаторских играх, списки пожертвований – все это показывает работу городского самоуправления, взаимодействие слоев населения. Благодаря Помпеям мы знаем, как выглядел римский провинциальный город. Планировка кварталов, сочетание жилых и коммерческих функций, наличие обширных садов и виноградников в городской черте, что было неожиданно выявлено раскопками. По сути, Помпеи стали образцом для понимания урбанизма античности. В-третьих, значение Помпей огромно для истории науки об античности и археологии. Раскопки в Геркулануме и Помпеях дали толчок развитию археологии как научной дисциплины. В XIX веке методы, разработанные на Помпеях, условная сетка, тщательная фиксация находок, сохранение артефактов в контексте, стали применяться повсеместно. Гипсовые слепки Фиорелли – яркий пример инновационного подхода, когда технология помогла реконструировать трагические мгновения истории. Не менее важно и то, что Помпеи воспламенили интерес общества к Древнему Риму. Открытия здесь вдохновили европейское искусство и литературу. Достаточно вспомнить роман Эдварда Булвер-Литтона «Последние дни Помпеи» и картины Карла Брюлова. Помпеи напоминают нам, что многое в истории может уцелеть века спустя, и как важно бережно относиться к таким свидетельствам. В настоящее время Помпеи – это огромный музей под открытым небом, где продолжаются исследования. Ученые применяют новейшие методы, от лазерного сканирования до анализа ДНК из скелетов, чтобы извлечь максимум информации. Каждый год происходят новые находки, вплоть до недавнего обнаружения нетронутых комнат с мебелью и утварью в одном из домов. Таким образом, научное значение Помпей трудно переоценить. Этот погибший город возродился как неиссякаемый источник знаний о древнем мире. Изучая Помпеи, мы не только удовлетворяем любопытство о прошлом, но и лучше понимаем истоки нашей собственной цивилизации в городском устройстве, в культуре быта, в языке и социальных связях. История Помпеев – трагедия и чудо одновременно. Трагедия, потому что в один день была стерта процветающая община, тысячи людей потеряли жизнь. Чудо, потому что волей случая город оказался законсервирован и через века заговорил с нами, позволяя увидеть прошлое воочию. Урок Помпеев многогранен. С одной стороны, он напоминает о мощи природы. Даже развитая цивилизация бессильна перед лицом стихии. Везувий и сегодня активен, и миллионы людей живут вокруг. Катастрофа служит предупреждением о необходимости соблюдать осторожность и изучать вулканы, чтобы предотвратить подобные бедствия в наше время. С другой стороны, Помпеи учат нас ценить культурное наследие. То, что осталось под пеплом, стало достоянием всего человечества. Мы видим, как важно сохранять историческую память, будь то в виде раскопок, музеев или просто рассказов.
Помпеи пережили свою смерть, чтобы рассказать нам о жизни. Сегодня руины Помпей – это место паломничества туристов и ученых со всего мира. Гуляя по древним улицам, можно заглянуть в дома, прикоснуться к камням, по которым ступали римляне, прочитать на стенах надписи двухтысячелетней давности. Это поистине машина времени, соединяющая нашу современность и античность. Чтобы такие уникальные памятники сохранились, требуются постоянные усилия. Реставраторы укрепляют фрески, археологи тщательно консервируют находки. Власти Италии следят за сохранностью, ведь время, погода и массовый туризм не щадят древние стены. Помпеи уже пережили моменты забвения и угрозы. Например, в 2010-х годах из-за обрушения некоторых строений звучала тревога о второй смерти Помпей, но международные проекты поддержки помогли исправить ситуацию. Главный урок Помпеев – хрупкость человеческой жизни и культуры перед лицом катаклизмов и одновременно ценность тех знаний, которые мы можем извлечь, изучая прошлое. История Помпеев – это предупреждение и наставление потомкам – ценить каждый день, уважать силы природы и бережно относиться к наследию предыдущих поколений. Спасая Помпеи сегодня, мы сохраняем не только камни и артефакты, но и память о людях, чья жизнь оборвалась в далеком 79 году. И пока стоит Везувий и хранятся под его тенью древние руины, история Помпеев будет жить, рассказывая нам о величии и уязвимости человеческой цивилизации. Надеюсь, вам понравилось это путешествие в забытый мир Помпей.